Счастье, счастье, счастье посылаю вам. Летит вот в такой красивой форме. А формула этого счастья – стержень, сила духа, позитив и философия жизни. Когда ты крепко держишься за эту формулу, несмотря ни на что, ты совсем можешь справиться. Вот такое счастье мы с вами запускаем. Летит весь 23-й год. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Тоже такой же посылаю счастливый лайк. Спасибо. Итак, смотрим май месяц для знака зодиака Тельцы. Мои любимки. Ну что, мои хорошие? Абсолютно месяц, который принесет очень большие судьбоносные изменения для вас. И события, которые происходят в этом месяце, они происходят в вашем знаке. Поэтому, конечно, вы, как никто, почувствуете изменения, которые будут происходить в вашем знаке. Итак, смотрим, что происходит. До 21 мая Солнце находится в знаке зодиака Телец. Любит находиться Солнце в Тельцах. Любит у вас находиться, потому что здесь Солнце и светит, и греет, и обнимает, и утешит тебя, и настроит у тебя, и все хорошо в ладу с головой, посчитает все. То есть Солнце здесь любит находиться, потому что Солнце здесь настолько востребовано, и плюс ко всему делает очень красивые, оно активно, это Солнце, очень красивые делает аспекты с другими планетами. Итак, смотрим. Солнышко находится у вас. Вот давайте таким сначала астрологически пробежимся, какие события будут. Плутон будет находиться в ретроградном движении. До 15 мая Меркурий находится у вас, находится в ретроградном движении, потом пойдет на прямое движение. А также в этом месяце Юпитер меняет знак, идет к вам. Ой, как Юпитер любит, идет к вам Юпитер и сделает там красивые секстили, от которых мы поговорим. Вот какая картина, то есть много астрологических событий, и эти события происходят в вашем знаке. То есть вы главный, я главный, потому что что? Солнце это я, и Солнце находится у вас. Как-то что-то прям возрождаешься откуда-то, выбираешься откуда-то. Итак, давайте все по порядку. 1 числа Солнце находится у вас и сделает очень красивое соединение с Меркурием. Меркурий находится у вас, Меркурий находится в ретроградном движении. Между ними происходит, между Солнцем и Меркурием, очень яркое соединение. Это планеты, когда между собой очень хорошо дружат, они в содружестве. Поэтому здесь информация, которая раньше, где куда-то вы что-то отправляли, сомневались в чем-то, не знали, будет какой у вас ответ, не знали, как быть в какой-то ситуации, которая у вас тянется уже давно, вы можете получить результат. И этот результат либо нужно повторно, если вы проходили курс лечения, какой-то, может быть, тест нужно еще раз сделать, то еще раз какой-то анализ сдать нужно. Если вы проходили какой-то курс обучения, может быть, какой-то экзамен нужно сдать, может быть, проект какой-то сдать надо, может быть, еще раз что-то пройти, какую-то аттестацию. То есть что-то возвращает, вас немножечко вернет в прошлое, где нужно будет что-то завершить, что-то доделать. А также это могут быть и люди, которые к вам возвращаться. Это информация, которая может к вам возвращаться, отношения, которые могут возвращаться к вам. Тоже и на вас они очень хорошо отражаются, и именно по вашей личности. Может быть, вы когда-то где-то стриглись у парикмахера, и этот парикмахер уехал, или болел, или переехал. Вы находите, и вы приходите, вас просто в порядок приводят. То есть вот какая-то очень личное такое происходит, личное, вот вам нравится что-то, пересмотр, передел
своего гардероба, своего состояния, даже своего настроения, конечно же, потому что же и Юпитер будет находиться у вас. Дальше смотрим. 9 мая Солнце, которое находится у вас, делает тоже соединение с Ураном, который находится у вас. И это соединение, это гармоничный аспект, это соединяется, планеты взаимодействуют друг с другом. Вдруг, случайно, неожиданно найдется вещь, которую у вас давно-давно вы потеряли. Кольцо, может быть, потеряли какую-то фотографию для вас очень важную, какой-то документ, который для вас был очень необходим. У вас найдется какой-то предмет, который вы долго-долго никак не могли найти. И это, может быть, найдется точно так же и человек, с которым никак не было контакта. Возможно, вы потеряли папу, как-то давно не виделись, ничего не слышали. По-всякому складываются у людей отношения. Может быть, с братом, с сестрой, с родными. Но какие-то отношения, находятся документы, фотографии, события, люди, которые очень неожиданно найдутся для вас. Дальше сделает 21 мая еще Солнце оно еще у вас, туда к концу дня пойдет Солнце уже в знак зодиака Близнецы, но сделает очень красивый, еще пока у вас будет находиться, сделает очень красивый трин с Плутоном. С Плутоном, Солнце делает с Плутоном, это наипрекраснее, трин это гармоничный аспект, прекрасный аспект Солнца и Плутона между собой, это финансовый аспект, это аспект успеха, удачи, это что-то такое грандиозное, значимое в личных отношениях. Это что-то в личных, возможно, вы и предложение руки и сердца получите, возможно, вы решите какое-то вместе совместно проживать или переезд, то есть какое-то грандиозное событие между людьми решается. И точно так же финансово, потому что Плутон это такие финансы, капитальные финансы, финансы, которые структуры таких государственных структур, это, возможно, и банковские структуры, это финансовые структуры, то есть что-то как-то вы получаете какой-то очень удовлетворительный результат. Следующее, что у нас 5 мая будет полнолуние и лунное затмение, о котором сделаю отдельное видео, но 5 мая будет полнолуние в знаке зодиака Скорпион, а это вы с ним, со Скорпионом на одной оси, поэтому это полнолуние очень хорошо на вас будет работать, на вас очень хорошо отражается, завершается какой-то определенный этап, где вы просто вообще перевернете страницу это будет по вашему идти личному, семейному, что-то завершается, что-то. Да, может быть большой переезд, да, может быть вы заканчиваете строительство, может быть вы заканчиваете ремонт, может быть заканчиваются отношения, а может быть заканчиваются именно те отношения, которые вас не устраивали, и с этим же человеком вы на другую ступень переходите, на другие отношения переходите. Следующее еще какое событие у нас дальше идет. Меркурий 15 числа разворачивается в вашем же знаке, остается, разворачивается в прямое движение и делает очень красивый секстиль с Сатурном. Сатурн находится в знаке зодиака Рыбы, и для вас это такая структура, план, вы прям захотите, ну-ка я посмотрю все свои финансы, разберусь со своими финансами, ну-ка я посмотрю, что у меня к концу года, с чем я могу выйти, а смогу ли я тут сделать какие-то планы на это. Вы вот построите план и стратегию вот этого года, вам как-то ясно и четко будет видна ситуация, которая с вами происходит. Следующее событие – это Венера. Венера будет 7 до 7 мая находиться в знаке зодиака Близнецы, а для вас это положение Венеры очень практичное. Практики здесь много. Практики, финансовой практики. До 7, конечно, нежелательно не давать никому в долг никакие ваши сбережения, не брать ни у кого в долг.
И покупки, которые вы сделаете, эти покупки такие будут капитальные и основательные. Вы с ними долго будете получать от них удовольствие, наслаждение, пользоваться этими. То есть вот такая какая-то капитальная финансовая схватка вот будет здесь по Венере. Вы знаете, настолько продуманно вы знаете, как это сделать. Вы сможете, если надо отказать в финансовой помощи, вы сможете, вы знаете, как это сделать мягко, сделать, чтобы не выйти на конфликт, но и точно так же вы сможете, если вы должны, вы сможете рассчитаться, чтобы этот долг у вас больше не висел. Затем дальше Венера пойдет в знак зодиака Рак, и стихия нахождения, водная такая стихия нахождения Венеры в Раке вам очень знакома. Она тоже мягкая, очень домашняя, располагает, эмоциональная, приятная, делает очень хороший тригон с Сатурном 13 мая, уже когда будет находиться в знаке зодиака Рак. А с Сатурном это это еще раз и еще раз хороший сделать расчет, подсчет, отчет по своим всем финансам и, конечно же, план построить. Вот именно по финансам, для финансов построить себе план. А как я буду, а если я еще возьму какую-то подработку, а если я смогу это отложить, а может быть это потратить на отпуск. То есть вы вот прям таким хорошим здоровым планированием займетесь. Следующее, что Марс до 20 числа будет находиться в Раке, и там Марс такой, экономит свою энергию, а после 20-го идет в знак зодиака Лев, и Марс здесь, конечно, два огня. Энергия у вас повышается, энергии очень много, вам хочется действий, вам хочется куда-то ходить, общаться, куда-то, может быть, поехать, отдыхать. Хочется эмоций, эмоциональный здесь очень Марс, и сделает красивый с Нептуном аспект, очень выстраивает хорошие взаимоотношения с самим Львом, потому что здесь такой Марс амбициозный, и появляется много энергии. Вы захотите просто горы свернуть, но эмоционально хочется увидеть, узнать, услышать, куда-то поехать, еще в какую-то поездку, встречи с людьми. Вот такая активность появляется. Ну, а самое, конечно, очень сильное событие, которое у вас будет в этом месяце, это 16 числа Юпитер. Юпитер – это большое счастье, это планета большого счастья. Заходит к вам, Тельцы, заходит Юпитер к вам и будет оставаться у вас долго, почти год. Так что это событие, конечно, очень знаменательное. Юпитер заходит сюда. Большое счастье придет к малому счастью. И, конечно же, вы очень будете хорошо чувствовать влияние Юпитера. Это отразится еще раз и еще раз на вашем внутреннем и внешнем состоянии. Как будто бы Тельцы возрождаются откуда-то. Как будто бы Тельцы себя видят по-другому. Вот если, еще раз говорю, болезнь, она отступает. Если диету делали, начинаете видеть результат. Если спортом занимались, начинаете видеть свои подвиги, которые вы достигли. Вы видите, что вы подтянулись, как-то тело подтянулось, вы начинаете видеть результат. То есть такой транзит Юпитера – это успех, удача. Ты сам доволен. То, что ты делаешь, ты доволен. И оно как-то сопутствует вам, настолько поддерживает вас Юпитер в ваших начинаниях. А если вы еще не сделали какую-то привычку свою, никак не можете от нее избавиться, отношения, может быть, которые, это и с окружающими, может быть, друзья, которые вам не всегда приносят какие-то вам всегда неприятности, вас постоянно поправляют, вас чему-то учат, что-то всегда недовольны. То ты толстый, то тебе похудеть, то тебе эта помада не идет, то зачем ты так, то есть вы начнете в этом во всем разбираться, и вы в этом даже получите какой-то успех.
тот, кто не нужен, от вас уходит, но те люди, которые с вами на одной волне, вот они к вам как-то вместе начинают, у вас даже от того, что кто-то от каких-то отношений избавляетесь, но все равно круг ваших друзей присоединяются. Ну вот такой вот великолепный Юпитер сделает к вам транзит. И 18 числа Юпитер уже будет находиться у вас, сделает квадратуру с Плутоном. То есть вы захотите, да, эта квадратура выстраивается, как будто бы немножечко что-то как-то поразбираться с чем-то надо. Но вы здесь захотите очень серьезно разобраться с все, что происходит в вашем гардеробе, в ваших финансах, в ваших отношениях, в вашем доме. То есть вы захотите здесь навести чистку, порядок, вот как птица Феникс. Вот вы захотите от чего-то избавиться старого, освободиться от чего-то старого. И на этом то, что освободилось, что-то прям повеет таким свежим, новым. Вы захотите как будто убрать, отцепить от себя какие-то ненужные, которые вас тянут в что-то вниз, не дает вам развиваться. Вы захотите прям освободиться. Это и освободить свое даже пространство. Ну вот так вот, вот таким образом выстраивается для вас абсолютно ваш месяц. И астрологических событий в этом месяце много. Между собой планеты взаимодействуют, между собой планеты, что-то идет в ретроградное движение, и в этом же месяце возвращается на прямое движение, а также переход планет, то есть Юпитер к вам переходит, происходит, и Марс делает транзит в знак зодиака Лев, и Венера делает транзит. Но основные, конечно, Юпитер, Солнце, Меркурий, Уран находятся в вашем знаке, и вы очень сильно почувствуете такие глобальные изменения, которые будут происходить в вашей жизни. Ну что, мои хорошие, вот такой прекрасный, чудесный месяц для вас. Месяц, который абсолютно вот для Тельца. И события, которые происходят, такие именно астрологические события в Тельце происходят, глобальные в Тельце у вас происходят. Поэтому, конечно, вы будете чувствовать этот месяц на себе, прям как будто бы вот ваши дни рождения, и вот вы действительно как будто вы только что-то возрождаетесь. У вас очень большой, хороший, позитивный подъем. Ну а вижу Розану, слышу такие слова, тоже такой же посылаю счастливый лайк. Спасибо.